Привет, ребята! Сегодня у нас новое видео и новый проект. У нас снова Гелендваген G63 2017 года. Давайте его посмотрим со всех сторон. Я думаю, все заметили, что это американская версия гелика, да? Во-первых, на дверных картах дополнительные кармашки стоят. Во-вторых, это передние габариты на крыльях и сзади. На крыльях по бокам тоже стоят габариты. Значит, это последний рестайлинг, 2017 год. Здесь уже монитор обновленный, он чуть-чуть больше, без рамок, такой плоский. И руль со скосом снизу. Ну, такая маленькая анатомия. Ну, не знаю, может быть, что-то еще здесь есть, изменения какие-то, да, рестайлинговые, но я их не замечаю. Значит, что мы будем с ним делать? Это будет гелик 6х6, но не такой, как мы всегда строили, а на очень дорогих компонентах. Это портальные редуктора, оригинальные, такие, как у 6х6 завода стоят, фирмы Litec. Они 15,5 сантиметров поднимают автомобиль. Они очень дорогие, да, и, соответственно, будет средняя ось, тоже оригинальная 6х6, то, что стоит с завода. Полностью новый мост, мы уже его купили, я вам чуть-чуть позже его покажу. И портальные редуктора у нас есть, и оригинальные диски 18 с бэдлоком. Система подкачки здесь полноценная будет, то есть не просто муляж, там кнопки, да, здесь и ресивера над колесами сзади, а полноценная. Будем спускать, будем накачивать. Ну, скажем так, клиент платит, мы, конечно же, это сделаем. Что будет по салону? В принципе, все по оригиналу остается. Человек хочет придержаться точно так же, как с завода они выходили. Да? Даже никаких карбоновых накладок, ничего такого не будет. Не хочет человек. Сзади будет, единственное, выкидывается оригинальный диван и устанавливаются такие же сиденья, как впереди. Это от G63 сзади. И между ними будет подлокотник, такой же, как в оригинале. То есть будет 4 места в салоне. Так как этот проект новый, то есть немножко другие компоненты будут стоять, мы ранее такие не ставили, я хочу сделать замер до 100 км в час. Я хочу поехать на ту самую дорогу раза 4. Мы его замерим и посмотрим, какие времена он покажет. И, конечно же, после переделки мы тоже сделаем замеры и посмотрим, есть у нас потери или нету. Но я думаю, будут, потому что автомобиль намного тяжелее станет. Давайте это сделаем. Так, будем стартовать с 2 педалей, раза 3 это сделаем и посмотрим, что у нас получится. Был затупняк. Сотка. Так, смотрим. Секунду. 5,55. Ну давайте последний раз вот уже назад будем ехать, померяем. Я думаю, достаточно будет. Видите, так как я и говорю, что постоянно разогревается масло, как-то все зазоры, наверное, уменьшаются. Ну и автомобиль лучше едет. Это мое такое мнение. Если я не прав, напишите в комментариях. Сейчас мы попробуем с 2000 оборотов стартануть.
29. Ну, хотелось бы еще пару раз стартануть. Ну, я думаю, достаточно. Точно так же мы померяем и наш 6х6, уже когда он будет готовый. Вот 4 первых заезда. То есть прогреваем масло, когда все белое светится. И делаем 4 заезда подряд. В общем, лучшее время 5:39. Ну, 5:03, можно так сказать. Значит, время мы знаем, как едет этот автомобиль. Сейчас мы будем заезжать в бокс уже для разборки. Но перед этим я хочу вам показать, какой же прекрасный выхлоп у Г63. Ну и по выхлопу. Турбинки воют. Прекрасный выхлоп у Г63. Так, ну что, ребята, тачка у нас разобрана, уже выставлена на козликах. И сейчас мы будем резать ее напополам. Для кого-то это страшно, для нас это привычное дело. Мы так машин, наверное, 80, а может и 100 уже разрезали. Мы же когда-то в свое время лимузины строили. В общем, ребята, весь процесс постройки кузова гелика 6х6 я вам показывать не буду, потому как вы видели, наверное, раз 10, а то и больше. Вы знаете, что мы продаем комплекты для самостоятельной постройки гелика 6х6 у себя дома по нашему видеоуроку. И, соответственно, у нас все кузовные детали лежали уже заранее заготовлены. То есть рама, она просто приставится в нужное место, обварится. Кузовные панели у нас заранее были погнуты. Кому это нужно, обращайтесь. Ссылочку в описании на наш сайт я, конечно же, оставлю. А сейчас я вам хочу показать те детали оригинальные от 6х6, которые мы купили ранее. И кое-что уже доезжает, с дня на день мы будем получать. Давайте посмотрим диски. Итак, ребята, это диски R18. Эти и эти. Вот эти диски мы ранее устанавливали на все наши проекты. Это муляж, здесь нету бедлока, они намного легче. Разболтовка 5130, они на любой гелик подходят без проблем. И на наши порталы, те, которые ранее мы устанавливали. Вот эти диски на 8 отверстий, 8 165.1. Еще на Хаммере такая же разболтовка. Этот диск это оригинальный, те, которые устанавливали на 6х6 с завода. Он с двойным бедлоком, то есть вот эта вот толстая резиняка зажимает борта резины, ну, колеса вашего, да, для того, чтобы можно было спускаться в ноль, ехать, и резина не слезет с диска. Это первое. Второе, здесь система подкачки шин можно внедрить вообще без проблем. Значит, разница между ними. Они очень похожи лицевой частью, что этот диск, что этот. Болты по кругу, отверстия и так далее. Колпак я снял, чтобы было наглядно видно, как выглядят диски без колпаков и сколько отверстий. Вот этот диск имеет ширину 8,5 дюймов. Этот диск, который мы изготавливаем, имеет 10 дюймов. Этот диск давайте взвесим, а потом взвесим этот диск. Вы сами наглядно увидите, какая разница по весу. Ну, килограмм минимум так 10, я вам заранее скажу. В общем, взвесили мы диски. Вы видите, этот диск намного тяжелее. Он очень тяжеленный.
Соответственно, это будет влиять на динамику езды, на расход топлива, конечно же, тоже будет влиять. Ну, честно говоря, и цена у него, ну, прям очень огромная. Почти 3000 евро такой новый диск стоит. Эти диски тоже новые, но они списаны там с завода Mercedes или откуда, я не знаю. То есть они ни разу не устанавливались. Это видно по вот этим отверстиям, где гайки закручиваются, ну, или болты. Там все новое. Но они списаны потому, как, ну, этот диск, лицевая часть у него идеальная. А вот внутри, вот здесь вот, я вам покажу сейчас, вот здесь какие-то коцки. Ну, соответственно, Mercedes посчитал, что их нужно списать, они уже негодные. Так, ребята, а это наши порталы. Вот эти порталы, те, которые мы ранее ставили на наши проекты, это немецкие, с ними, ну, как бы вопросов нету, я вам уже 100 раз рассказывал. Эти порталы, это оригинальные фирмы Litec. Видите, 8 шпилек у нас торчит, и он повыше. Значит, повыше он ровно 15,5 поднимает автомобиль. Этот портал поднимает на 12,5. Ну, в принципе, разница, наверное, по цене. Что этот хорошо работает? Ну, я так понимаю, что этот идеально работает, потому как если завод Mercedes их ставит, значит, они хорошие. Что здесь чугуна, корпус сделан, что здесь чугуна. Единственное, здесь на одну шестерню больше. В общем, поставим, и весь процесс установки я вам уже в финишной серии покажу и расскажу свои впечатления об этом портале. Еще с дня на день мы должны получить амортизаторы, те, которые стояли у 6х6 в оригинале. Это фирма Öhlins, или еще другими словами говорят на них Öhlins. Тоже очень недешевая штучка, да, но если клиент потребовал, мы, конечно же, заказали. Это все под заказ с Германии. Месяц их изготавливают и потом доставка в Украину. С дня на день мы должны их получить. Также сиденья задние, то есть сзади у 6х6 стоят сиденья такие же, как впереди, именно у 63-го, АМГшные сидушки. С ними тоже есть сложности, возможно, есть у кого-то в Украине такие сиденья, давайте я вас куплю, потому как нам обещают уже месяца 1,5 или 2 отправить с Германии, но все никак не решается. В общем, давайте я вам покажу среднюю ось, немножко расскажу, как она работает. И даже среднюю ось, ее не просто установить на автомобиль можно. Это тот самый оригинальный мост, средний проходной. Вот так он выглядит, ребята. Вы спросите, зачем ты разобрал новый мост? Что ты с ним делаешь? Значит, объясню. В данном мосте стоит главная пара с общей передаткой 5.2. Нам это вообще не подходит. Нам нужно заменить то, что стоит у Г-63. Значит, главная пара уже заказана. Вот она, ее под замену. Главная пара уже заказана. Поменяется, чтобы все 3 моста с одинаковой передаткой были. И будет все класс. Объясню, как работает средняя ось. Значит, она не подключенная. То есть постоянный будет привод. Это передняя ось и самая задняя. Здесь проходной такой вал стоит, который передает вращение на самую заднюю ось. Сам мост этот не задействован, пока вы не включите межосевую блокировку. Когда вы включаете, здесь замыкается и задействуется дифференциал. Потом вы включаете заднюю блокировку заднего моста, якобы в стандартном гелике, и у вас подключается блокировка межколесная, и все 6 колес уже гребут. Скажем так, класс. Портальные редуктора сюда фирмы Litec будут устанавливаться, переходные проставочки. Ну, должно все получиться идеально, все как я люблю. Ну а тем временем, пока наш гелик доваривается кузов, мы начали установку портальных редукторов фирмы Litec. Оригинал вот так они выглядят внутри. Все в принципе хорошо, все прекрасно. Такая смазка у нас будет. Шестерни, они просто огромные, и их здесь всего 3. У фирмы Tibus немецкие, их 4. Здесь будет подкачка шин. С завода все для этого уже продумано. Здесь сальник стоит, и ступица будет сквозная у нас. Диски тоже у нас под систему подкачки шин, так что должно быть все прекрасно.
Ну вот, ребята, это видео подходит к концу. В общем, мы будем работать и устанавливать все эти дорогие штуки, которые мы ранее закупили. И в финишной серии я вам покажу, что же у нас получилось. В общем, вы пишите свои комментарии и обязательно ставьте лайк.